На Дунайском берегу, на этой планете, как-то шел с рыбалки я с карасем в пакете. Да чего же он хорош! Ух, какой мясистый мой карасик дорогой! Самый золотистый мой карась ты. Эх, карась, карась, рыба моей мечты. Ёшкин ты кот, ты что я говорю? Аж мурашками по делу, короче, ипподром пронесся. Ёлки-ты-палки. Друзья, всем привет, с вами Детский Рыбован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Чтобы вы нам были здоровы. Марат, Джан, шалом. Эх ты. Ой. Прям аж... Ну, музыка, ну что тут скажешь, ёшкин ты кот. Рында в Одессе, это как, не знаю, как симфонический театр где-то в Италии. Ласкал или как? А нет, это я тебя сегодня... Симфолический театр где-то в Италии. Нет, симфолический театр, это я тебя сегодня утром ласкал. А это, короче, другое. Короче, друзьяки, вы там писали комментарии, короче, туда-сюда. Спасибо Марату, что случился у Липована. Короче, если бы не Марат, мы бы столько за карася и смотрели. Марат, Джан, тебя сегодня нет, так что ловите за карася. Ребята, чтобы вы нам были здоровы. Короче, ну как это можно такое пройти и было мимо? Сегодня пошел за мясом. И чувствую, короче, пахнет что-то не то. Ну, взял там 8 килограмм хорошей шеи. Как кот мартовский. Иду, короче, да, и понимаю, что что-то где-то мне волнительно, короче. Дыб, захожу, а там такие лежат. Обалдеть. 13 штук, короче, 10 на базе, так что ждем в гости. Ну, вот такого Вася Карася. Не, ну вот такого, елки-палки. С яйцами, ты посмотри. Короче, кило 301. Кило 300 другой, и вот, братуха, чуть-чуть поменьше, кило 200. У нас Ёшкин ты такой кот. карасик идет. Котёня. Правильно? У нас два вида карася. Один маленький, это тот, что грамм до 400, до полкило. А другой большой. С икрой. Это, короче, от полкило, и может и 1,5, и 900 грамм, короче. Вот какой будет, такой и съешь. А икры сколько? Ты посмотри на этот багажник, Катюня. Ёшкин ты кот. Я в шоке. Аромат запредельный. Короче, друзьяки, это видео для тех, кто хочет таки научиться вкусно жарить рыбу. Ничего сложного, как я говорю, немножечко любви, чуть-чуть больше рукоблудия. И самое главное в этом деле, мимо сковородки не ляпнуть карасем, понимаешь? И все у тебя получится. И масла много. Это я уже даже запомнила. Так может ты и приготовишься? Что ты делаешь мне нервы, елки-палки? Да, я хотел сегодня выступить спокойно без тебя, но ты, оказывается, не даешь мне это спокойно Тогда делать. штатив тебе в помощь. Штатив? Да. Может мне еще эту одноклассницу надуть себе? Не знаю. Аж Елисейка заржал. Оператор, снимай внимательно, будет залипательно. Короче, друзья, оставайтесь на канале, получайте хорошее настроение, вам приятного аппетита, потому что знаю, что многие многие вы смотрите нас под еду. Кушайте на здоровье, чтобы вам было все-таки хорошо, правильно? И животик не болел. Что? Ты куда? Прилетела. Видишь? А тебя мы не звали. Ну, весна красна, елки-палки. Что? Просыпаются. Поехали. Эх, Димон. И, братцы, огромная благодарочка. Я сказал, век на лодке не кататься, что первое, что будет в этой сковородке, это карась. Ты посмотри на этот шедевр, елки-ты-палки. Мама дорогая. Я вообще-то рыбу жарю без крышки, и всем говорю, не дай бог, не надо. Ну, рыбу надо жарить, чтобы она хорошо себя отдыхала. Ну, с такой... Это я что-то раньше говорил, как тот почтальон Печкин, потому что у меня крышки такой раньше не было. Сегодня накрою по-любому. Карась сегодня пожарим не по обыкновенному рецепту. Ну, классика жанра остается классикой. Мы его сейчас покарбуем, я вам покажу, как, если вы не видели. Хотя я думаю, что уже полмира видели. Тот карась, который... Карась. Почти 4 миллиона собрал просмотров. Я в шоке. Это значит, что боженька есть, понимаешь? А вы говорите, Марат, рецепты. Карась, такие рыбы моей мечты, елки-палки. Я думаю, что это видео тоже нашлепает не меньше миллионов. Так что таки покажу все нюансы, все моменты, что делать. И мы его сегодня приготовим именно сочно, мощно. Короче, поехали. Катюня, я сегодня буду работать двумя агрегатами, прямо на 2 доски. Ну, привык я уже с Маратиком. У него там дела случились, какой-то неотложных обстоятельств. Ё-моё, вот это сабля, вот это топор. Поехали. Короче, что лежала у меня томатная паста? Я даже не знаю, что это такое. Итальянцы, помогите. Будем надеяться, что не острое. Что? Концентрат. Допио концентрато ди помодоро. Что написано, понятно. Что? Томатная ну извини, туплю, что тут непонятно. Помидор. Хорошо, концентрат помидор. Еще имеется, вот это, короче, тихо. Это не блевотина, короче, это именно грибочки белые. Просто заман. Ну, выглядит, может, оно не пойми о чем. Белые грибы. А что ты их так накрошил? Что? Ты их крошил? Я не то чтобы крошил, я их еще немножечко почикаю. Все, пусть они там. Чувствуешь аромат какой? Даже несмотря на ветер, именно штырит то, что доктор прописал. Хорошо, а Марат на карася приедет? Приедет, конечно же, нет.
Не знаю. А то ты 3 положил, 1. Смотри. Слышишь? Ой, извини, пожалуйста. Я еще раз тебе сейчас вот постараюсь тихо, полюбовно объяснить. Ну не суй ты фильмоскоп прямо мне в рыбу, елки-палки. Ну там есть зум на края, если что, люди умные придумали. Ну что ты как человек? Я понимаю тебя, что ты хочешь, короче, сделать красиво всем. Хруст этот всем слышен? Да всем, Сережа. Это вот те неприятные кости, из-за которых люди не любят карася. Аккуратненько мы их делим. Все остальное сделает масло, и будет таки шикардос. Катюня, я тебе сейчас покажу в разрезе. Да подожди ты, Тунец, стой. да? Да тунец курит. Я не знаю, что там японцы хвалят тунца этого. А, я понял, потому что карася у них нет. Потому что если бы они попробовали карася, забыли бы и про тунца, и про лосося, и про все эти рыбы, короче, дорогие. Карась сегодня 70 гривен на базаре. Это вы мне... Килограмм. Да, килограмм. Это вы мне аккуратненько продали за 80. Да? Да ты что, ну это агрегат таких еще поискать надо. Ёшкин ты кот. Здесь можем по косой, без разницы, короче, поперек, вдоль, как угодно. Главное, чтобы это было мелко. И чем мельче, тем приятнее будет кушать. Это тяжело делать? Карбовать? Абсолютно нет. Слышишь, с таким топором я вообще вот просто делаю смычку, понимаешь, вот туда вот. Проводку. Что такое смычка? Смычка то другое. То плохо тебе, когда перебухал, знаешь, потом у тебя смычка, короче. Я перепутал это. Проводку просто делаю. Как на рыбалочке. Посмотри, Катюня. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, слышишь? Я бы эту книгу читал бы и днем, и ночью. Ёшкин ты кот. Так, и корочка есть. Ну все, я сейчас так вот 3 карасика быстренько рубану. И Давай. хватит. Кажется, что это так просто. Ну, Но так у это меня- и есть, Но у меня бы, наверное, так не получилось бы. Ты, Катюша. конечно, всегда радуешься хорошо, что я не готовлю. Да, Но иногда так на тебя посмотришь, вроде как с и языка хочется. сняла. Что? Что ты не готовишь? А тебе оно не надо, елки ты палки. Да я не... Как это? Ну вот это все чиканье приходит с опытом. Хотя, мне кажется, я уже родился с этим опытом. А бабушка тоже так жарила карася? И бабушка, и дедушка. Да. Да. Я с дедом все время на рыбалку ходил. Ты что, я как сейчас помню, у меня из детства, елки-палки, свежая рыба, чучух во дворе, вот так вот кирпичи стоят. Бабушка костер палит. На Как палит? кирпичах? Жарит. И на кирпичах жарит, ну да. А почему не на газу? Ну у нас двор, ну газ это было еще такое. Да. Не то чтобы дефицит, короче, но привозили нам баллон, но он стоял в доме. А все лето мы проводили во дворе. И готовили во дворе? И во дворе готовили, да. 4 семьи, такой дом на 4 семьи, общий двор, у каждого Румынский. свои сараи. Дом румынский, да, сараи наши. Ага. И там все готовили. На одном? Тетя Нина, ну там На мы- одних кирпичах? не то чтобы у каждого свои кирпичи были, там, короче, 2 локации было. Кто-то жарил, там тетя Нина там пекла себе там и синенькие, как, вот как. Все, вот что ты сказала, надо, чтобы бросать карася, бежать на базар за синенькими, печь синенькие. Ну, вспомнилось так, елки-палки, аромат такой стоял, пипец, печеные синие помидоры, ой, Манджа. манджа, дядь Витя сосед выпивший. Короче, хорошо было. Что? Да Все, давай. почти блюдо готово, елки-палки. Да? Я хотел на 2 сковородках сегодня лупануть. Не, ну я, может, на одной, короче, Боже, бахну. слава богу, тебе ум пришел вовремя, что не на 2 Ты сковородках. не дослушала меня, на одной будет все. Смотри, я сейчас здесь пожарю карася, этим самым выжарю из него вот эти вот косточки. Правильно? Не знаю, правильно. А потом, короче, здесь сделаю вот такой себе лучок, томаты, белые грибочки, подливы, верну туда карася и побулькаю на мелком огне, залью его этим ароматом, все. Только не острый делай. Договорились? Ты сказала, что тебе здесь все понятно. Томато? Дипио, динпулио, норперцус. Допио, концентрато. Ноуперцус. Наверное, где-то есть. Да не, я лизну. И проверю для тебя, не переживай. Я сковородочку эту предварительно уже... Как это, делать было мне нечего. Пожарил в ней соль, прокалил ее, Какой ты счастливый погонял в человек. ней масло. У тебя даже бывает, что тебе нечего делать, Сереж, представляешь?
Катюша, а я сейчас быстренько спалю контору, елки-палки. ну-ка, Мне когда давай-ка. нечего делать, значит, ты занята. А чем я могу быть занята? Откуда я знаю, там массажи, вернисажи свои, короче, тратишь время не пойми о чем. А я тут стою, тебя жду, ребенка подкачиваю. Вот это я и называю, А ты же когда хочешь делать было нечего. красивую опу рядом? Опу? Да, опу. Опа! Хочу. Вот, будь любезен. А ну туши. Доигралась, ешкин кот? Самое главное, что в карасе, как ты сказала? Много масла. Правильное масло. А масло я сейчас покажу, для чего вообще надо. Смотри, карась лежит, видишь? Считай, что у меня ладошка это днище сковородки. Люди, когда наливают мало маслечка, они выжаривают ему ребра. А самая беда у него как раз вот здесь вот и идет. Где на сушение только наверх. Может, я неправильно изъясняюсь, короче. К плавничку ближе. Плавничку, да. Так что, ребята, масло должно быть, чтобы плавник покрывало, понимаешь? И только после этого вам будет счастье. Масло правильной температуры. Как это? Не слабенькое, иначе он будет вариться, а он должен жариться. И не сильно горячее, потому что сразу обожжете ему шкурочку. Короче, вот такое, на полшишечки масла, понимаешь? Да успокойся ты, елки. Это мое любимое выражение на полшишечки. Ты что? Сережка, ты бы как-то бы здесь порядок бы навел какой-то. Слушай, это у меня нормальный, правильный беспорядок, елки-палки. Солнечная энергия работает. Все зелененькое в цвет. Не, ну это чудо, елки-ты-палки. Вот такой себе вертолет. Шикардос. Лежит себя, заряжает. Это не солнечная энергия. Можно я расскажу? Я почитала за эту лампочку. А я вот как раз немножечко с тобой хочу поспорить, Давай, елки-палки. я Ты тебе говоришь на расскажу. аккумулятор. Я специально... Здесь есть внутренний аккумулятор, который заряжается от 220. И затем тебе, когда нужно зарядить телефон, ты можешь передать ему энергию. А вот солнечные батареи нужны для того, чтобы лампочка у тебя светила, понимаешь? Вот лампочка заряжается от солнечной батареи. Я специально третий день не заряжаю ее вообще. Хотя какой? Я ее вообще не заряжал. О чем ты говоришь? И Я что? уже второй раз с нее телефон заряжаю и ни разу еще 220 не заряжал. Если бы ты не Короче, сказала, я вообще не знал, что ее можно 220 заряжать. Солнечная батарея. Ну, насколько Короче, я умею читать эксперимент инструкцию. идет. Ну, ты знаешь, инструкции не про меня, елки-палки. Да, Если знаю, вещь знаю. хорошая, то и без слов понятно, что вещь хорошая. Давай, первый раз. Так, что, почти по высоте немножечко ровно, да? Надо что-то подставить, чтобы было идеально-идеально. Хотя и так сойдет. Блин, я... Сколько мы с Маратом уже мясо перепачкали, перепортили? Перепачкали казан, перепортили мясо, а? 2 года так точно. Ё-моё, 2 Да? года без карася? Да прям без карася. Да не, я понял, что надо немножко уже как-то разбавлять рыбой. Мы когда канал открывали, там мы за рыбу топили по А полной вам пишут программе. люди, кстати, приготовьте рыбу. Ребята, специально для вас, елки-палки. Не забудьте нажать, как Но это? не карася. Не забудьте нажать на комментарий и поставить лайк. Вот это вот сделай обязательно, потому что ну таки надо, YouTube требует. Ага. А вообще-то смотри от души и получай настроение, потому что канал у нас за хорошее настроение. Как я говорю, потому что в Одессе по-другому не можно. Шо, давай, короче, это понеслась. Давай. Рыбу надо солить непосредственно, конкретно перед тем, когда вы ее будете уже пачкать мукой. Вот так вот между ребер. Ай-яй-яй. Погладил, погладил. Не забыл про икорочку. Чуть-чуть. Оп. Кувыркнул и то же самое. Я что хотел сказать, спасибо Одессе маме, боженьке, за то, что мы, Катюшечка, вот таким хорошим вкусным настроением людям делаем очень приятно. Это я не просто из комментариев говорю, что очень много людей приходят. Да сегодня соседка меня встретила Ага. и шо? говорит: Катя, спасибо вам за ваш смех. У меня говорит, такое было плохое настроение, я так себя плохо чувствовала. Говорит, включила там, где вы смеетесь. И вы знаете, говорит, мне стало легче. Так что я не как лошадь. Не, ну интересно ржет, иногда смеется, короче. А так все хорошо. Же меня всю жизнь в школе, в маршрутке, везде ругали за мой смех. Везде ты рыготала, короче? Везде выгоняли, кошмар А, какой. я понял. Знаешь, что олени, короче, когда у них брачный сезон, Не, у меня, Они начинают у там- меня все сезонно. всесезонно? Да, мы раньше на маршрутке на конечной садились,
все встречались на конечной специально, все с разных... Чтобы поржать в маршрутке? Нет, Ух ты, интересно. чтобы сесть, садились в конце сзади маршрутки на Ага. вот эти сиденья. И вот оттуда до следующей конечной ехали и ржали. Ты что вы Все угорелые? водители нас любили, один был такой противный, вредный. А маршрутка уже была по 2,50. У нас ехал человек 7-10, считай, да, но все равно у кого-то там бумажная денежка, у кого-то копеечка. Ну и мы этому вредному, значит, наменяли по одной этой копеечке деньги, по 2,50. И каждый выходил, 10 человек по одной копейке 2,50 ему в руку кидал. Слышишь, лучше ты мне не говорила, я был о тебе другого мнения. Ну Ёлки-палки. я же студентка была, Сережа. А что, все такие? Ну а ты, у тебя не было студенческих годов? Да я пошел в бурсу, короче, не понял, что я устроился на тракториста, короче, и все. И дальше Ну, ты погнал много по полям в потерял, одиночестве. много потерял. О! Вот так масло, понял? Чуть брызнул, запело, началось. Ох ты! Какая белая. Белоснежная, я ее сейчас немножечко испачкаю. Как я говорю, карась требует только соли, но мука любит немножко перца. Желательно белого вот такого. Это ты уже выпендриваешься. Ты чё? Просто у тебя большой пакет и... Да я мастер спорта по Одессе, ты что, Скоро будешь не закончится, подсказывать? будешь знать. Что? Закончится скоро. Педис попал прямо в нос. Попал тебе перец именно куда надо, елки-палки? Эх ты что, будешь знать, я такой, Катюня. Я и перец, это беда. Это ты без перца беда. Так, короче, здесь все должно быть, смотри, два пузатых, один длинный. Пузатые пойдут вальтом, длинный пойдет по Давай, центру. масло сейчас горит. Ничего не сгорит. Ох, как он купается, ох, как он купается. Ой-ой-ой. Есть там люди, короче, натирают в разрезах мукой. Не надо. Или говорят, с кукурузной Так кукурузная бичка надо жарить. Вот так вот ему пошлепал, все. Все, что надо, он себе взял. Ох ты, чудо-юдо, мама рыбакит. Ты посмотри. Боже мой, боже Брызгать мой. будет? Ну, не очень. Откуда ты знаешь? Слышь, ну я же не на скипидаре жарю, елки-палки. Аккуратненько. Нет-нет, да ляпнет. Слышишь, это даже чуть-чуть приятнее, чем вот это вот с тобой работать. Да, рыбка жарится. Хорошая. Липованское счастье карасем называла и со мною гуляла по рыбалкам ты. Ох ты шо, Ну, уже не влез третий. Вот надо было Катюня, отжать. да влезет, что ты тихо-тихо, не кусаться. Все. И вот так вот потихонечку шикардос пусть жарится. Слышишь? Вот я опять смотрю на этот рот, и опять у меня куплеты в голову лезут. Ты видишь, как он его открывает? Сразу Италия, сразу опера в голове. Выдар Марилучика. Герафон Кальвенцо. Извини, я не могу тебя снимать, здесь красивее. Там меня уже и не надо снимать рыбу. Не, я бы сейчас затянул бы, порвал бы себе 2 гланды, короче. Но не могу, болею еще потихонечку. Не бритый, видите, какой он у меня брутальный сегодня. Болею, говорю. Готово? Как готово? Одна Переворот. сторона. Да. Аккуратненько, смотри, аккуратно ты мне отойди с ребенком на руках. Вот так вот, нежно-нежно развернул. Я профессионал. В плане, ну да, и как мать, и как оператор. Так, аккуратненько. Слышь, сковородочка Димон Благодарочка жарит, елки-палки, что дурная, ты понял? Ай-яй-яй. Дуже файно. Все, как будто бы ничего и не было. Слышь, профессионал, а ты можешь одной грудью кормить, а другой рукой снимать меня? Она просто тяжелая уже.
Могла, когда маленькая была. А вот, дай подержать. Смотри. Давай. О, ты что? Почти как мама, только кучерявая. Ёлки ты палки. Давай бегом иди снимать. Сережка, ты серьезно? Ну да. А что, он пока люди страхуют? Мы сейчас Так, быстренько вот, если вы к нам подготовим. в ресторан приходите, есть вариант еще и понянчить. А если не умеете, мы вас научим. Лука будет богато сегодня. Сейчас я его весь подготовлю. Ты что, не нож, а японский вот тот, как он, чем харакири делают? Катана. Ну, я имею в виду острый. Ну, а с другой стороны, это харакири луку будет сейчас. Правильно? Наверное. Научите ее резать? Ты сказал, что лучше бы я не резала. Не, ну готовить можешь, а подготавливать будешь. Нет, Точнее, готовить не надо, а подготавливать будешь. нет, тогда точно не хочу. Вот ты даешь. Я люблю только главные роли. Что? Да, нечего добавить, елки ты Ты палки. вздохнул, как будто бы... Я думаю, ты у меня актриса еще так, короче. Я подумал. Чего это? Так, в главной роли. А сниматься она не любит, елки-палки. А дома мы не любим, дома у нас голова болит. Нам достаточно, что ты у нас снимаешь. Ого, Сережка, у тебя что туда сыпется? Выплясывает. Прям жонглирую луком. Угу. Вот тебе угу, вот тебе и ага. Так, аккуратно. Сейчас бы Маратик сказал, да нам бы хватило и полторы такой цибулинки. Маратик, вы слышите, что он говорит про вас, пока вас нету? Маратик, любимый, отдыхай, родненький. Отдыхай. Катюша, у тебя одна рука свободна, позвони Марату. Да делает дела, пусть приезжает на Карасика. Он чисто на Я ему покушать. сейчас видео отправлю. Давай, бомби. Все, могу отключаться? Нет. Я только Марату видео отправлю. Да я шучу, конечно, можешь. Все, а вот у нас здесь вход, давайте. Да. Здрасте, с приездом. А мы вчера машину... Познакомиться. И мне очень-очень. Мы вчера машину на Херсон отправляли, а нам с Херсона такой пакет тараньки с икрой, короче, привезли. Да. Наступного разу ми вам привеземо. Да я вас умоляю, и арбуз зацепите. Арбуза ще поки. Доброго дня. Це Світочка, Ничего О, себе! це Таня, Сашко. очень приятно. Серега Липован, Катюня, оператор. Сашко, мы из Чернобаевки. Ох ты что, елки-ты-палки. Ребята, крепкого здоровья. Проходите, располагайтесь. Все, приїхали з Києва, були в Києві, заїхали спеціально. Так Киев до же вас. такое, там чебуреки, елки-палки. Все в Одессу на карася. Будьте здоровенькие. Ох ты что. Херсон, Чернобаевка. Ты видишь куда? Катюня. Давай, я уже готов снимать и быстренько продолжать жарить. Миланю надо забирать. Да, пусть человек порадуется немножко. Да. Ёшкин ты кот. Иди сюда, я сейчас там буду его аккуратненько. Пусть полежит. Посмотри на это чудо, ё-моё, а мяса там сколько, ты не понимаешь? До 10, как все нормальные, да? Будет до 9. Не, мы до 10. У нас кухня я до же мы 9, как ресторан нормальные, до да. 10. Да, сам ресторан до 10. Катюня, это шедевр, это шедевр. Аби, конечно, приносите. Приносите, пусть будет. Нам все надо. Старое. Старое радио, чемоданы, пилы, дрели, я не знаю, что есть там, вот все старое несите, короче. Даже если старый дом пустует, так говорите, мы заедем туда с оператором, поживем. Ищем аккуратненько, где чуть-чуть пожить. Чуть-чуть пожить. Ну да. Что, последний дожаривается? Ну немножечко хочу, чтобы именно вообще такой был шедевр. Хотя куда уже красивее, скажи? Просто В- прелесть, В просто объектив прелесть. не помещается. Вот такой здоровый Да. агрегат, Катюня.
Аромат какой стоит, ребята, ловите по аромату. Это, посмотри, прямо Одесса мама на вас посылает туда. Ты шо? Пахнет детством. Обалдеть. Ну что то манипуляции? Масло надо немножечко Ну ты давай тут лишнее это вот забрать. делай, я пойду. Куда? Милане заберу. Давай. Тефаль, тефлон. Вот тебе на. Сковородка на века. Ты прям стихами заговорил. Серьезно? Ну да. Вот тебе на, сковородка на века. Ну, еще та рифма, конечно, но. Все. А сейчас маслочко в разы меньше. Но это же жареная карасевая. Отстоялась, смотри, там уже. Слышишь, цвет какой, ты понимаешь? Прямо золото. Хватит. Фу, задымил. Фу, на природе работаем. Катюня. Отгадай, Что? что я первое пожарю? Лук? Не грибы? Я не знаю. Ты спросил, угадай, я угадываю. Ага. Иди сюда. Мне кажется, чеснок там лишний будет. В конце обязательно для аромата. Ты чего? Ну, я бы не хотела. Все, я их уже отжал. Там буквально вот так вот немножечко. Ты что, белых грибов? Ты посмотри. 1 к 1. Кошмар. Ты такой неэкономный. Чуть у не меня, хотел, Серёж. чуть не сказал с арбузами, с карасями. Сколько ты вот это вот сколько ты замочил? 200 грамм. Ну ты же меня обманываешь. Катюша, 200 грамм и не распухли. 200 грамм это приравнивается. Что там Марат говорил? Можно было кастрюлю, казан этого супа наварить. Можно было, а может и карася вкусно сделать. Со сметаной будет? Караси? Да. Без. С томатами. Сладкий? Так. Так карась по умолчанию сладкий. Они как будто бы мумифицировались. Мумишо? Мумито. О, файно. Я первые грибочки кидану. И шо? Ой, боже мой, боже мой. Сейчас водичка из них уйдет. Они быстренько скукожатся. Опять примут свою форму. Буквально немножко, чуть-чуть. Ты сейчас будешь мешать? И помешиваю. А что? Висит ребенок. Иди, моя Любочка, иди к папе. Она еще спит, моя китя. Или уже проснулась. Хотя как можно спать, да, когда папа такого карася шмаляет? Ай-яй-яй. Так, аккуратно. Давай, так и живем, ребята. Ты шо, Катюня? Как оно пахнет, как оно пахнет. Ёшкин ты кот. Я там еще по заначкам полазил аккуратненько и нашел баночку чего-нибудь. Не знаю на каком написано, но тоже что-то связано. Томато ес. Короче, Полпа. парма, ты полпа. Полпа. А у меня парма. Палма, попа, томато. Пальма это пальмовое масло. Что ты только что сказала? Откуда там Масло. в помидорах? Еще и пальмовое. Миланька, споем? Ах, Одесса моя ненаглядная, без тебя бы не смог, вероятно, я ни душою молодеть, ни шутить, ни песни петь, ни шутить, ни песни петь. Слышь, папа, у тебя еще тот певец-пипец. Когда ко мне голос вернется? У тебя рецепта там нет с яичками никакого? Есть. Не, вот то, что тебе это не надо, мне другой надо, Чего? чтоб работал. Тоже работает. Я тебе открою секрет. Катюня, это что-то с чем-то. Так, и целая куча лучка.
а потом томатики, а потом туда карасик, а потом побулькает. Ай! И обморок потом, елки-ты-палки. Может случиться. Так красиво дым стелится сегодня, ты знаешь? А сегодня вообще погода, ты понимаешь, замечательная. Утром было прохладненько, а потом такое себе, как началось. Я уже понимаю, что надо что-то с себя снимать. Все, пусть аккуратненько, вяленько тушится. Сильно выжаривать не будем. Вот такое, чисто чтобы размягчился. И все свои соки и ароматы в грибы отдал. Или грибы в лук. Короче, суть это не меняет. В твоем случае карася. Я уже хочу накрыть крышкой это все. Не знаю, с какой стороны лучше подойти, ты понимаешь? Катюня, тут с обеих сторон хорошо. Это вот эта сковородочка мне тебя напоминает. Чего? Вот так вот смотришь со стороны, думаешь, вот с какой бы стороны к ней притулиться, а потом понимаешь, что вот с любой таки попал в десятку. Притулиться это прижаться? Ну, конечно же, обнять, да, поцеловать там немножечко. Притулиться. Я тебе вчера показывала видео. Какое? А там, где женщина все время попу мужчине подставляла. Потом ей аж пришлось чуть ли не на лестницу вылезти. Понимаете, ребята, что она мне не готовит? А потому что ей некогда, она мне видео показывает. Шикардос. А вот я не могу понять, ты вот все время меня вот эти вот задеваешь, и в то же время говоришь, лучше бы ты не готовила. Я тебе комплимент делаю такой. А, Ну вот такой если тракторист-комплиматор, ты понимаешь? я и так все про Ну себя главное, знаю. суть смысла именно такая, добрая, теплая. Ты прям такой здесь, Я прямо аж радуюсь, когда такое говорю. да? Да, я считаю, что мне повезло. Еще как повезло. Просто повезло, Сережка. Вот это когда касается тут вот что-нибудь про себе ляпнуть, ты, конечно, тут без остановки, без тормозов. Молодец. Что это? Самоирония, Когда про себя человек трусит, что это такое? Вот этот твой жаргон не понимаю, трусит. Это что значит? Ну, рассказывай так именно любя. Ничего не значит, что значит. Просто рассказывать, делиться хорошим с другими. С тобой, например. Слышишь, ну я немножко в шоке от этого, конечно. Запаха просто лук. Ой, какой запах, аромат. То запах у какашек говорят, а это именно аромат. Аромат белых грибов с луком, елки-ты-палки. Что, песни поет? Миланя. Что, слова? Слова разучивает? Она там, наверное, смотрит на облачка и Не, балдеет. по-любому там что-то мурлыкало за Одессу. Есть город, который я вижу во сне. О, если вы знали, как дорог у Черного моря явившийся мне, цветущий в акациях город, цветущий в акациях город у Черного моря. Ты моя радость, не видела, она улыбается. Ничего. Любочка, потерпи, у папы скоро появится голос, и я как начну орать, тут Будет что все колыбельные будут, тебе что все петь. коты будут в шоке, елки-палки. Так я и спел колыбельную, просто немножечко тональность не вытягиваю. Короче, Маратик не приедет. А что ты тикаешь? Отправим ему по почте. Так, ну что, Катюня? Эх ты! Вот эта баночка, это уже, короче, это. Я думал, что они чищенные круглые. Ну и так сойдет. Ай-яй-яй. Ты давай там задание, чтобы лепешек напекли. Потому что сегодня надо будет их много. Я Если это засмотрелась. просто вкусное, то это вот концентрато. Сейчас проверим. Просто красная. Итальянская. Ну что, может, не надо ее? Не, это очень вкусно.
Ну что ты лижешь вот Что ты мне раньше так не говорила? Пару ложечек. Так, ну что, можем уже потихонечку підсалювати. Сахарочка втюхать. Прям по-богатому. О-хо-хо! Шикардос. Так, где лопатка-мешалка? Катюня, вот тут начинается мэджик. Ёшкин ты кот. Вот сейчас будет файно. Слышишь, такая подлива уже и без карася Я вот только хотела номинирует на шедевр, елки-палки. Сейчас Пюрешечку бы, да? чуть-чуть пожарим. Да что угодно, хоть просто на хлебушек маш. Так, что лишнее это сюда, паста пока не нужна. Чесночок, ёшкин ты А кот. может не нужен он Поперчить надо. А Марджоба, брат, дай, ой-ой-ой, твой выход. Что ты говоришь, не нужно? там? Чеснок. Да надо, Катюня, ну что ты, я тебя умоляю, да? Чуть-чуть для аромата по-любому. А я не очень люблю. Ну так будешь есть, это не очень, а. Хватит. Я бы еще той пасты венгерской бы добавил. Вот той, чипаш. Но ты же не любишь у меня сильно перченые, поэтому я вот той не добавляю. Раз. Хорошая штучка такая, мне нравится. Да, очень-очень-очень даже. И главное, что она все собирает там в Качественная. себе, да? Ага. Очень качественная давилка. Так. Все, смотри. Тихо-тихо, ну-ка. И доска сухая. Лопаточка. Все, томатик буквально немножко пожарили и уже сейчас зальем водичкой. А сахар ты добавлял? Тоже чуть-чуть. Я добавлял. Как ты так снимаешь? Человек полета. Может, я задумалась о чем-то? Наверное. Все, чуть-чуть. И все, и туда карасей? И я иду Миланию качать. Хорошо. И крышкой закрываем, да? А я тебе обед готовить. Угу. Так ты уже приготовил уже. Ну, доготавливать тогда. Хочем макнуть туда Язык? маникюр. Подожди, язык. Палец вот так вот чуть-чуть. Ну что? Как говорит Марат, мне нравится. Песня, просто песня. Ну клади уже давай карасей. Да ты успокойся ты, я хочу, я кайфую, ты понимаешь? Ты шо, богатыря-то, ёшкин ты кот. Обалдеть. Так вот. Вальтом. Ой, тихо, кабан. Нереально здоровый. Так. Фу, дымок. Где ложечка? А даже вот так ты сделал? Катюша. Ты не знаешь всех моих фантазий, так что смотри аккуратненько. Да уж, с карасем точно не знаю. Другие знаю, а вот эти... Да, вот не надо никому. Я и не планировала. Не, ну дым сегодня просто бесподобный. Тебе нравится? Ну да, он просто так красиво то вправо, то влево. Давай я буду монтировать, увижу, потому что я сейчас ничего не вижу, кроме карася.
Даже не могу понять, почему сегодня так красиво. Наверное, влажный воздух. Нет, потому что мы за карася снимаем. А когда мы снимаем за карася, Ты думаешь? мамочка говорит, ребята, я вас люблю еще больше. И дарит нам шикарную погоду и благоприятный ветер и вообще. Так, ну что, я думаю, что 5 минут и хватит. Вот это я зашпаклевал, елки ты палки, все. Бросаю карасей, в шпаклевщики пойду. Давай, бросай крышку. А где она? Димон, верните крышку. Прямо щит какой-то. Так, дрова раздвигаем, они нам уже не пригодятся в агрессивной форме. Все, чуть-чуть. И хватит. Давай, 5 минут я тебя позову. Оператор, иди сюда сейчас. Только подкати себе стул Зачем? или матрас, чтобы ты не упала в обморок. Елки ты палки. Что тут происходит? Боже мой, ничего не видно. А? Я и так комфорочкой игрался там на минималочках. Можно уже, короче, геть сгребать. Хотя так мангал нагрелся, что он уже от мангала жарится. Хотя какой там жарится? Он уже тут женится, елки-палки, тут осталось, да, раз-два и ничего. Ёшкин кот, скажи мне, и как теперь этот шедевр в тарелку перетарабанить? А может, прям со сковороды будем? Ну вот я и говорю, что прям макаешь сюда, короче. Так, что-то тут я А у тебя есть что макать? краюшек вижу. Ай-яй-яй. Что, подгорело? Ну немножечко. Буквально вот только здесь вот. Увидел все остальное. Ничего страшного. Песня, Это как у согласен. любой хозяйки, знаешь. Хороший. Слышишь, это одна сплошная нежность. ё-б-в-г-д. Я не знаю, как ты будешь доставать. А? Да сейчас что-то исполним, подожди. А ну-ка. Ляган сюда на поближе. Может, и стол подтащить? Обидно будет, если упадет прямо на землю. Катюня, упадет это не про меня. На землю. Смотри, мясо осталось там, ты что, насколько нежно. А, сейчас Ой, упадет, Сережка, мясо. Давай, подержи. Мне не хватает твоей помощи. Марата тебе не хватает. Бля, Давай. блин, Давай, давай. раздевается. Ай, сразу забирай меня леган. Да? Ты слабак. Не, ну что говорить. Одной рукой, слышишь? Слышь, это он кило 200, кило 300 был до этого, а сейчас... Ну давай я положу Не, фильмоскоп это и подержу тебе двумя карасевое руками. фуагра. Леган, покажи людям фуагру. Да сейчас я уже покажу, когда Давай, надо будет кушать. давай я подержу тебе леган и положу фильмоскоп. Ты не против? Против, раз молчит. Хорошо. Ничего там не падает? Я не вижу, все в дыму. Не падает, быстренько, быстренько, аккуратненько. Давай, 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 давай. Ты сможешь, Сережка, молодец. Эй! Шикардос. Так, ну этот пусть лежит, короче. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Где мои миски? Уже унес, балда. Так половничком вот это все аккуратненько. Сереж, выгребай эту подливу, это же самое вкусное. Катюня, А, помолчите. Вот так вот. Ё-моё, ё-моё. Так, куда? Вот сюда. Все. Стоит шедевр. Да, Мараджан, не хватает еще твоих привык, да? К левым твоих рук, елки-палки. Все, пробовать будешь? Конечно, буду. Сейчас И я меня хочу угостишь? немножечко вот этой юшки. А он у меня Дёрнуть. такой сильный, одной рукой может этот леган с двумя карасями держать. Это очень тяжело. Амбал человек. Да. Челамбал какой-то прямо. Катюня, слышишь, даже не знаю, с чего начать.
Лепешечка есть хрустящая. Подливу эту намазать. Ё-моё, ё-моё. И что, помазать тебе? Вместо помады Не-не-не-не. гигиенической. Да что ты некаешь? Все лучше липовому. Ребята, ваше здоровье. Вкусно? Правда? Что, не сувать тебе фильмоскоп в рот? Вот, я это и хотел сказать. Ёлки-палки. А он глаза закрывает. Мало тогда. того, что вкусно, так Я еще и ловлю- горячо. Я ловлю этот момент и быстренько подсовываю камеру туда, чтобы все видели твои красивые зубы. Ты, ну, чертяка, елки-палки, в женском Фу, обличии, елки-палки. Серёжа. Ну что ты такое мелешь? такое можно Ну это ты смотришь через маленький фильмоскоп. Представляешь, люди сидят в кинотеатре меня смотрят, так сразу отпишутся все гидрини фени, елки-палки. Да, просто зубы у тебя не те. Смачного, Сергійко. Тьфу, блин. Катюша, я прошу тебя, отвали не на этот, блин, знаешь, как там... А теперь я показываю твою отросшую щетину, Сереженька, с другого ракурса. У нас что, сегодня за анатомию вот это, гомо-сапиенсов, или мы, блин, снимаем за рецепт рыбу людям, дарим хорошее Ты уже настроение? попробовал. что Короче, ты я такое, как этот, судья, назначаю тебе, чтобы ты на метр ко мне не подходила. И вот этой колокольней в рынду дал, поняла? Не поняла. Все, ну стой там снимай, дай я доем, елки-палки, но это на самом деле вкусно. Катя, у меня уже этот, Что, мания, фобия? нет, рефлекс срабатывает. Какой? Я вот только раз и сразу блок мне хочется ставить, только раз и сразу блок. Успел засунуть. М. Я за тебя облизалась. Да давай уже, показывай своего карасятину свою. А бабушка такое готовила у тебя? Все видео. Старался, отжигал. И ты взяла, завалила, короче, финал своим чмоканием, елки-палки. Ты хочешь, чтобы я карася перестал любить? Ты быстрее Или меня ты, перестанешь или ты любить, одеяло чем на себя карася. перетягиваешь, елки-палки? Спасибо, Господи. Ну то и не чмокай мне. По крайней мере, когда я ем. А так-то можно, конечно. Я же хочу красивенько. Заехать вот так вот любя. Ай-яй-яй. Показать всю эту сочность, мощность, нежность и аромат этой шикарной бесподобной рыбы. Катюня, ее можно есть губами, я бы так и делал, но она просто очень горячая. Слышишь? Вот так можно любую рыбу приготовить? А ты знаешь, сколько у карася ребер? Нет. А ты знаешь? Обижаешь? Сколько? Конечно же, не знаю. Надо будет, кстати, как-то посчитать. Давай. Давай ты отойдешь. Давай. Чуть-чуть в сторону, а я сейчас посчитаю ему вот эти вот ребрышки. Ай-яй-яй. Ребята, я извиняюсь. Это очень вкусно. Это горячо и очень вкусно. Ты шо? Чупа-чупс липованский. Все. Нахер контракт разрываю. У нас нету с тобой контракта. Нечего разрывать. И корочка, смотри, какая. Прямо хочется копать, копать и накапывать. О, вот это мне засовывай. Угу. Что? Ты будешь чмокать. На, давай сделаю тебе приятно, несмотря на то, что ты сегодня топишь, короче, меня по полной. Открывай. Сейчас открою, сейчас. У меня не такой большой рот, эта лопата не влезет. Багажничек открывай. Багажничек у тебя. Ну вот. Это обратная сторона медали. Ты что думал, что только меня можно трамбовать, короче, на? Да я понял, а что ты воротник себя отворачиваешь? Чтобы не упала. Ого, ляха-муха, вся ложка залезла. Delicious? Деликатекус? Я уже нет-нет, по-гречески заговорю. Обалдеть. Ребята, вот, тихо. Вот эта вот радость, вот эта толщина, где жили, Ребрышки.
Западлистые косточки, не ребрышки. Именно косточки, понимаешь? Да я не знаю, где тебе ты этот... ну, чтобы поймать этот луч солнца уже, ешкин ты кот, уже успокойся, в конце концов, гонять по территории. Просто поешь, как человек. Это я себе. Барабанная дробь. Липованский сникерс. Готов. Облизывайтесь. Сейчас ты должен упасть в обморок. Сейчас я должен закашляться был и сказать: вызывайте скорую, застряла кость. Ребята, это не про нашего карася. Это можно давать детям. Так, давай, хорош снимать. Здесь надо, короче, топтать по полной программе. Друзья, от всей души, с хорошим настроением для вас сегодня. Таки сотворил шедевр, не побоюсь этого слова. Белые грибы, лучок, томаты, ой. И липованский карась. Всем пока-пока. Чао.